Привет, друзья! Если думаете, что приготовить из курицы на ужин, этот рецепт вас спасет. Все в одной сковороде, ничего лишнего, и за 30 минут ужин готов. Растопите в толстодонной сковороде 2-3 столовых ложки сливочного масла. Для рецепта нам понадобится 4 куриных бедра и 4 куриных голени. Обожаю сочетание бедер и ножек, мясо получается очень сочным и вкусным. Так, готово. На горячую сковородку выложите курицу кожей вниз. Секрет вкусного ужина – это всегда хорошая корочка. Обжарьте до красивой золотистой корочки на среднем огне. Уже пахнет просто невероятно, правда? Теперь 2 желтых луковицы нарежьте толстыми полукольцами. Сегодня мы готовим куриное фрикасе в одной сковороде. Поверьте, друзья, будет просто волшебно. Курица обжарилась. Переворачиваем. Посмотрите, какая она румяная и золотистая. Обжарьте с другой стороны тоже до золотистого цвета. Готовую курицу выложите на поднос или небольшой противень. Тарелка для отдыха, пусть курочка немного отдохнет. А пока курица отдыхает, отправляем в сковородку лук и обжариваем 5 минут до мягкости. Лук даст основу для насыщенного и вкусного соуса. А пока жарится лук, нарежьте шампиньоны. Разрезаем пополам или на четвертинки. Все зависит от размера ваших грибов. Курица с грибами – это всегда аромат на весь дом. Очень уютно и вкусно. Отправляем шампиньоны в сковородку к луку. Сюда же добавляем пару веточек тимьяна и приправьте по вкусу солью и перцем. Аромат стоит просто потрясающий. Обжарьте все на среднем огне 5 минут. Хорошо перемешайте. А пока жарятся грибы, измельчите 2 зубчика чеснока. Вы можете заменить свежий чеснок чесночным порошком, но свежий чеснок всегда выигрывает. Друзья, а вы любите блюда с чесноком? Я знаю, у многих семей есть фирменный чесночный рецепт. Поделитесь своим в комментариях. Вот так мелко порубили чеснок. Отправляем в сковородку и обжариваем 30 секунд. Хорошо перемешайте. И вот он тот самый момент, когда кухня начинает пахнуть, как настоящий ресторан. Сюда же добавляем 2 столовые ложки муки и хорошо перемешиваем. Вот так. Хорошенько смешиваем муку с грибами. Соус получится густой и однородный. Вливаю немного белого сухого вина, это не обязательно, но вкус получается просто ресторанный. И сюда же добавляю 3 стакана куриного бульона. Домашний бульон всегда лучший, но если нет, берите магазинный, все равно будет вкусно. Еще раз все хорошо перемешиваем, соскребаем все кусочки со дна. Дайте соусу покипеть пару минут. Сочетание белого вина и тимьяна – это маленькая гастрономическая магия. Теперь возвращаем курицу обратно в сковородку. И сюда же выливаем соки от курицы с противня. А если вам нравятся вкусные домашние ужины, обязательно подпишитесь, у нас впереди еще много вкусного. Кладу в соус последний кусочек курицы. Сюда же выливаю образовавшиеся соки. Накрываем крышкой и готовим 10 минут. Затем снимите крышку и готовьте еще 15-20 минут, пока мясо станет мягким. В самом конце вливаем сливки и приправляем по вкусу солью и черным молотым перцем.
Хорошо перемешайте, чтобы сливки равномерно распределились в соусе. Сливки делают соус нежным и шелковистым. Очень вкусный, бесподобный соус. Вам точно понравится этот рецепт, обязательно приготовьте. Все уже практически готово. Нам осталось только нарезать зелень. Нарезаю немного петрушки. Немного свежести в конце всегда делает блюдо ярче. И по цвету, и по вкусу. Все уже готово. Какая вкуснятина! Мясо нежное просто тает во рту. И невероятный сливочный соус. Это блюдо точно понравится всей вашей семье. Выглядит как ресторан, а готовится очень просто дома. Ничего сложного. Ужин в одной сковороде, и вся семья довольна. Друзья, подписывайтесь на канал, впереди еще больше вкусных рецептов. И не забудьте поделиться рецептом, а я буду ждать вас в моем новом вкусном видео.